Здравствуйте, дорогие друзья! Что может быть вкуснее к чаю, чем сладкие, пышные, свежие булочки? И сегодня я вам предлагаю испечь булочки с шоколадной начинкой. Для приготовления булочек с шоколадной начинкой нам понадобится мука, йогурт, яйцо, тертая цедра апельсина, сахар, порошок для выпечки, растительное масло, вода комнатной температуры и дрожжи. Точное количество ингредиентов вы можете прочитать в описании. Если вы хотите взять вместо свежих дрожжей, как в моем случае, взять сухие, то берите в 3 раза меньше. Чтобы свежие дрожжи легче было смешать с мукой, я добавлю чайную ложку сахара и разотру их с сахаром. Можно даже добавить еще одну ложечку, чтобы ускорить процесс. Вот дрожжи постепенно становятся жидкими, а это нам и надо. Возьмем миску, в которой будет подходить наше тесто. И смешаем апельсиновую цедру, сахар, яйцо, йогурт, добавим дрожжи, воду, растительное масло, и все хорошо перемешаем. Теперь к полученной смеси добавим муку. И начинаем замешивать тесто, просто лопаточкой. Еще добавим 7 граммов порошка для выпечки. Дальше вымешиваем просто рукой.
Вот такое тесто должно получиться. Оно достаточно липкое, но не торопитесь добавлять муку. Мука у всех разная, если вы чувствуете, что оно совсем жидкое, то немножко муки добавьте. Но то, что оно прилипает к рукам, это нормально. Теперь мы его накрываем полотенчиком и ставим подходить на 1 час. Тесто должно увеличиться в объеме как минимум в 2 раза. Я обычно ставлю тесто, чтобы оно подходило в духовой шкаф. Перед тем, как формировать булочки, смажем противень, на котором они будут выпекаться, растопленным сливочным маслом. Ну вот, форму мы приготовили. Можно приступить к формированию булочек. Да, и, конечно, перед формированием булочек надо порезать шоколад. Шоколад у меня горький. Мелко не надо, ну так вот, средней величины. Ну, вот такое тесто у нас получилось. Теперь мы из него сделаем 12 булочек. Для этого выложим его на стол. Стол я посыплю мукой, чтобы легче было работать с тестом. Оно само выбегает из формы. Можно еще добавить, если прилипает, можно еще добавить немножко муки. У нас получилось 12 булочек, и теперь в каждую надо добавить начинку. Для этого тесто немножко растягиваем и кладем внутрь шоколад. И закрываем. Руки лучше смазать растительным маслом, тогда будет легче с тестом работать. Все, можно класть на противень.
Сильно тесто не мнем. Так слегка растягиваем, только для того, чтобы можно было внутрь положить шоколад. Булочки кладем на противень швом вниз. Вот все булочки на противне, теперь мы его накрываем снова салфеткой и даем ему перед выпечкой еще постоять 15 минут. Перед отправкой в печь наши булочки отдохнули и поднялись. Теперь мы их смажем смесью яичного желтка и молока. Также я часть булочек посыплю маком, а вторую половину, когда они испекутся, посыплю сахарной пудрой. Выпекаем булочки в разогретой духовке при температуре 180 градусов в течение 20 минут. Посмотрите, друзья, какие замечательные булочки получились. Пышные, ароматные, запах апельсина витает на всю кухню. Теперь мы дадим им 10 минут постоять перед тем, как вытаскивать из формы, а потом посмотрим, какие они внутри. На 10 минут я их просто накрою полотенцем. Вот они уже немножко остыли, я переложила их из формы и теперь вторую половину посыплю сахарной пудрой. Мне не терпится посмотреть, какие же они получились внутри. Давайте одну разломим. Вот какое нежное тесто и шоколад внутри. Булочки готовы, осталось только позвать друзей на чай. Приятного аппетита! Если булочки вам понравились, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на канал. До новых встреч!